Здравствуйте! И снова я. Хочу сегодня поделиться рецептом штруделя из теста рулетики с картошкой. Для этого нам понадобится 1 стакан воды, 1 чайная ложка соли, 2 столовые ложки подсолнечного масла и 580 грамм муки. Берем чашку и наливаем стакан воды. Добавляем 1 чайную ложку соли, 2 столовые ложки подсолнечного масла. Добавляем муку, чтобы тесто получилось не тугое и не сильно мягкое. Подсыпаем немножко еще. Вот такая структура теста должна получиться. И оставляем под крышкой 30 минут. В течение этого времени можем подготовить картошку. Этот картофель нам понадобится для штрудель-подушки. Вы берете больше, меньше, на ваше усмотрение. К этому у меня 2 луковицы, 3 маленькие морковки, простые специи, как соль, перец. И я вам рекомендую приправу вегету. Каждый на свое усмотрение берет, на свой вкус. Режем мелко лук. Так, нарезали. Натираем морковь на крупной терке. Все, натерли. Теперь поджигаем газовую нашу плиту и ставим сковородку. Наливаем подсолнечное масло. Ложим наш лук. Я вам рекомендую добавить кусочек сливочного масла топленого, которое я делаю сама, и могу показать, как я его делаю в другом видео. Такой кусочек. Будет немножко прозрачный лук, и можно добавлять морковь. В это время я нарезаю картофель. Произвольно. Режем картофель напополам, а потом еще раз на 3 части, если она большая картошка. А если поменьше, то режем пополам и еще раз пополам. Когда вы сначала жарите картошку, у нее эффект жареной картошки. Та-да! Тесто готово. Вот такое красивое оно получилось. Делаем колбаску. Режем на 6-7 частей. А теперь делаем наши колобочки. И убираем в сторону. Одно больше, одно меньше, ничего страшного. Теперь я беру 1 кругляшочек, ложу на смоченную сливочным маслом и пальцами раскатываю. Теперь я растягиваю тонко-тонко наш будущий штрудель. Даже если он рвется, ничего страшного, мы будем его сворачивать в рулетик. Теперь, опять же, я смачиваю руки и прохожусь по моему тесту. И сворачиваем в рулетик. Ложим на дощечку и режем на такие порционные штрудель. Между этим делом я заливаю картошку водой. Не прям сверху стояла, но прикрыла нашу картофель. Потому что наши заготовки уже почти что готовы. Сейчас закипит и будем ложить штрудель. Продолжаем дальше тесто. Если с маслом смачиваешь, то оно не прилипает и хорошо разглаживается. И она между собой, когда ты сворачиваешь, не слепляется. Потому что ты маслицем полила. Можно длинненький, можно коротенький, на ваше усмотрение. И продолжаем так дальше с другим. Закипела наша картошка. И теперь добавляем приправки. Добавляем соль, но немного. На свой вкус приблизительно пол чайной ложки, потому что мы будем добавлять еще вегету. А вегета тоже с солью. Это как бульон, типа приправа. 1
Ну, еще чуть-чуть. И перец. Перемешиваем. И теперь мы улаживаем наши штрудели. Друг возле дружки. И так далее. Накрываем крышкой и варим на медленном огне до готовности 40 минут. Прошли наши 40 минут, и вот наши штрудели готовы. Насыпаем. Картошечка под низом и штрудели сверху. Вот такие получились у нас штрудели с картошкой. Пробуйте и делитесь в комментарии, понравилось вам. Если вам понравился рецепт, буду очень рада. Ставьте класс, подписывайтесь на будущие видео. Пока-пока!